Сегодня приготовим не просто выпечку, а настоящую творожную нежность с фруктовыми нотками. Чтобы в нужный момент очень быстро найти этот способ приготовления, обязательно сохраните себе рецепт. А полный список продуктов я оставлю в описании под этим видео. Начинаем с основы нашего быстрого пирога с творогом. Беру яйца и добавляю щепотку соли. Соль здесь для баланса вкуса. Она раскрывает сладость. Следом отправляю сахар и ванильный сахар. Начинаю взбивать миксером. Нам нужно добиться полного растворения сахара и светлой массы. Когда масса стала пышнее, выливаю молоко и растопленное сливочное масло. Масло беру жирностью 82%. Снова немного пройдусь миксером, чтобы все объединить. Просеянную муку добавляю постепенно вместе с разрыхлителем. В разных марках муки разное содержание клейковины, поэтому вам может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано у меня. Ориентируйтесь на консистенцию. Переходим к сборке. Форму я заранее застелила пергаментной бумагой. Это зачастую избавляет от лишних хлопот с мытьем. Выливаю массу в форму и аккуратно разравниваю. У меня в холодильнике оставалось немного варенья, малиновое и абрикосовое. Я решила, что это отличный шанс сделать вкус насыщеннее. Просто ложкой выкладываю его на тесто в произвольном порядке. Получаются такие яркие островки. Но это еще не все. Впереди самое интересное. Пока тесто ждет, займемся творожной частью. Беру творог 9% жирности. К творогу добавляю 1 яйцо, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал сделает начинку стабильной, но при этом оставит ее кремовой. Перебиваю все блендером до однородности. Выкладываю ее сверху на варенье. Пока наш ленивый пирог готовится к отправке в печь, сделаем финальный штрих – присыпку. В миску насыпаю муку и сахар, а затем натираю туда сливочное масло прямо из морозилки. Это мой любимый прием. Холодное масло позволяет быстро перетереть массу руками в аккуратную крошку, которая не растает раньше времени. Высыпаю эту крошку ровным слоем сверху. Кстати, если вам нравится такая присыпка, в заставках к этому видео я оставлю рецепт вкусных пирожков со сливовой начинкой, где используется похожая присыпка. А для любителей творога у меня готов целый плейлист с подборками. Там и пончики, и запеканки, и много чего еще. Заглядывайте обязательно. Отправляю всю эту красоту в заранее разогретую духовку. Температуру выставляю на 170-175 градусов. Время выпекания составит примерно 45 или 50 минут. Тут очень важно учитывать особенности именно в вашей духовке, ведь каждая греет по-своему. Когда по дому расходится аромат ванили, а верх станет золотистым, пора доставать. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Если она выходит сухой там, где нет творожной начинки, значит пора доставать. Я дала пирогу слегка остыть и нарезала. На следующий день, постояв в холодильнике, он становится плотнее. Хотя, честно признаюсь, удержаться и не съесть еще кусочек сразу после выпечки – задача почти невыполнимая. Спасибо огромное за ваши теплые слова в комментариях. Они очень вдохновляют на новые кулинарные подвиги. Поставьте лайк этому видео, чтобы помочь тем, кто еще не видел этот рецепт. Открыть для себя этот простой и вкусный пирог. Заглядывайте на канал чаще. Приятного вам аппетита и до новых встреч!